День, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 1 февраля, среда. Мы проводим с вами промежуточный выпуск, и так как сегодня среда, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно знают, что в комментариях к этому ролику вы можете оставлять свои вопросы. Еще раз повторяю, в комментариях к этому ролику вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу 3 февраля. Так, я надеюсь, наши уважаемые зрители и слушатели отреагируют так же замечательно, как и обычно. А я хочу со своей стороны напомнить, что я отвечаю на самые популярные вопросы. Если вы прочли у нас в комментариях под этим роликом какой-то вопрос, он вам нравится, и вы хотите, чтобы на этот вопрос был получен ответ, ставьте лайк. На самые популярные я отвечу. Те, кто хочет получить конкретный ответ на свой вопрос, подписывайтесь в Patreon. Я думаю, что в пятницу я выпущу и для подписчиков Patreon выпуск. Посмотрим, как по времени будет. Я надеюсь, что успею все. Так, а теперь начинаем. Начинаем. У нас сегодня есть такая интересная новость. Была проанонсирована, еще пока не официально, но с большой долей вероятности Украине будут поставлены ракеты с радиусом поражения цели в 150 километров. Это предварительная информация. Есть, по крайней мере, понимание, что в этом направлении не просто движутся переговоры. Переговоры уже фактически закончены и уже фактически, еще раз подчеркну, фактически принято решение. То, что решение зрело уже довольно давно, мы об этом знали. Мы знали о том, что обсуждается примерно такой радиус поражения теми ракетами, которые будут поставлены. И это, конечно, серьезно меняет картину на поле боя. Надо, конечно, понимать еще какое количество подобных ракет будет поставлено, и надо понимать, как быстро они будут, как быстро они окажутся в Украине. Я думаю, что, в принципе, серьезных проблем с логистикой сейчас нет, и при желании, конечно, эти ракеты могут оказаться в Украине уже в марте месяце. Могут, конечно, и раньше, но я думаю, что все идет к тому, чтобы они оказались в марте. В конце февраля, в начале марта Путин планирует погнать войска в наступление. В наступление идти особо не с чем, техники практически нет, техника разбита, разграблена, я бы сказал. Но разграблена она не в последнее время, разграблена она гораздо ранее. Именно разграблена. Я настаиваю на этом слове. Более подробно дам объяснение уже довольно скоро. Катастрофическое положение с вооружениями в российской армии. Планирует Путин заваливать, как мы уже говорили многократно, извиняюсь, горами трупов. Горы трупов российских солдат будут пролонгацией власти Путина. Мне странно, как люди идут на откровенный убой. Очень странно за этим наблюдать. И, честно говоря, я этим вопросом задавался давно. Почему люди, у которых, в принципе, есть выход, есть выбор, самое главное. Да, цена выбора не всегда, скажем так, приемлема, наверное, да? Но если выбирать между явной смертью и возможными репрессиями, на мой взгляд, здесь репрессии можно пережить. Я уже неоднократно говорил, и еще раз повторю. Знаменитый злодей, преступник всемирно известный Аль Капоне говорил, тюрьма от могилы отличается выгодно тем, что двери тюрьмы иногда открываются. И в этом смысле этот человек прав. Люди, конечно, глупые для безобразия, просто до безобразия. Иногда смотришь на соотечественника и просто поражаешься. Как можно так поступать? Есть какие-то очевидные вещи. Вы понимаете, огромная проблема в недостатке просвещения у россиян. Огромная проблема. Отсутствие просвещения делает людей, я не буду говорить там каких-то совсем грубых слов, глупыми людьми, да, глупыми. Оставляет их на уровне развития гораздо ниже. Я даже не сравниваю с среднеевропейским. Это, я скажу, даже по отношению к бывшим республикам Советского Союза, ко многим средний уровень
образованности россиян очень низок, очень. Да, прекрасный уровень образованности у людей в крупных городах, и, конечно, в Москве, в Петербурге. Это не вызывает никаких сомнений, но, опять-таки, давайте разделять. Все-таки Москва — это не Россия. Ну, Москва не Россия, я думаю, уверен, что все наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно это понимают. И Петербург — это отчасти не Россия. Это все-таки два отдельных города, это два отдельных государства в государстве. Там все-таки все немного, но по-другому. Немного, но по-другому. До поры до времени Москва и Петербург вообще были чисто европейскими городами. Чисто европейскими городами. Можно было посмотреть на жизнь в этих городах и понять, что это вполне себе европейцы. Европейцы живут в городе и развиваются по-европейски. Но до поры до времени, да? До тех пор, пока Путин не начал выстраивать и реализовывать свои идиотские геополитические амбиции, которые обернулись огромной катастрофой. Теперь перейдем к следующей теме, которая вытекает из предыдущей. Путин потребовал сегодня ликвидировать возможность нанесения ударов по территории России с территории Украины, ну, то есть, чтобы сделать так, чтобы прекратились обстрелы. Он это попытался более-менее красиво выразить словами, но абсолютно ничего не получилось. Он довольно косноязычен. Обратите внимание на его первое выступление, посмотрите на его выступление в 90-е годы. Ну, это чистый идиот, ну, чистейший. Не может два слова связать, язык заплетается. Конечно, из него вылепили прекрасный образ мачо, которым восхищалось полмира. До поры до времени. До поры до времени. Так вот, теперь этот, извиняюсь, сказочный идиот, ну, давайте опять-таки я говорю грубые слова, я не очень люблю у нас в эфирах произносить грубые слова, но все же иногда приходится. Так вот, этот сказочный идиот довел страну до того, что он принес войну в Россию. Просто занес ее на руках, на своих руках занес. А теперь говорит, сделайте так, чтобы чтобы ликвидировать возможность для украинских войск наносить удары по территории России. Ну какая глупость? Ну какая глупость? Ну, слушаешь и просто поражаешься. Его еще поддакивают, кивают головой. Это Министерство обороны поручил. Прекрасное поручение. Самое главное теперь определиться с реализацией. С реализацией, особенно после того, как я хочу посмотреть на возможности такой реализации, когда в Украину придут танки, когда в Украину придут ракеты обещанные, да, которые уже анонсированы, пусть неофициально, но анонсированы. Каким образом? Каким образом он собирается это делать? Ну, это идиотизм. Сейчас он погубит остатки армии. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые зрители и слушатели, Путин в ближайшие, я даже не буду определять примерные сроки, я просто, еще раз повторяю, я не огромный специалист в военном деле, но то, что я знаю от специалистов, от действительно прекрасных специалистов, в том числе и те, которые сейчас находятся в Генштабе, Путин просто уничтожает армию, уничтожает остатки российской армии. После этой войны, прекрасно все понимаем, чем она закончится, Россия останется голой и босой, и абсолютно безоружной. Вот к чему ведет диктатура. Вот к чему ведет авторитарный режим, когда все зависит от одного единственного человека. Война существует в голове у одного единственного человека, у этого человека в голове разруха. Как помните, да, Булгаков в своем легендарном произведении, ну, легендарном это немножко неправильно выразился, в своем бессмертном произведении устами профессора Преображенского сказал, что разруха в головах. Разруха действительно в головах. У Путина в голове разруха. Эту разруху он принес в головы россиян. Очень многих россиян. Не во все головы, но в голову очень многих россиян. К сожалению, мы сейчас видим, к чему это все привело. И к чему еще приведет. К сожалению. Но поводы для оптимизма есть. Какие это поводы? Можете задавать вопросы извиняюсь за тавтологию, по этому поводу можете задавать вопросы в комментариях под этим роликом. Обязательно в начале предложения ставьте слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса, чтобы я знал, что в этом комментарии не только слова поддержки, за что мы искренне и премного благодарны. Слова поддержки также пишите в этом
Мы это только приветствуем. И, конечно, ставьте вопросы. В среду, 3 февраля, я отвечу. Как быстро летит время? Как быстро летит время? Уже 3 февраля на носу. Зима пролетает практически незаметно. Если раньше зима как-то тянулась, то сейчас зима просто пролетает. Это я уже лирические отступления, вы уж меня извините. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Подписывайтесь на наш Patreon, подписывайтесь на спонсирование этого канала в YouTube. И, конечно, не забывайте про криптовалютные кошельки, которые существуют. Нам сейчас действительно нужна ваша поддержка, и финансовая в том числе. По возможности, конечно. Большое спасибо, что были со мной. Не забывайте смотреть с территории, если вы находитесь на территории России или на территории Республики Беларусь, смотреть наши ролики через VPN. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.